Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Смотрите, какие шикарные результаты по наращиванию корней. Мы вместе с вами поливали вот эти орхидеи средством для корнеобразования, чтобы нарастить корни. Конкретно вот это орхидейка, которую мне еще весной отдали. И мы вместе с вами в видео восстанавливали ей тургор. Посмотрите, в каком у нас сейчас шикарном вот тургоре. Я ее трогаю, то, думаю, понятно, да? И листья здесь очень хорошо держат тургор. Шикарно. Тургор тогда восстановили буквально за 3 дня. Орхидейка была пересушена, ее надо было отпоить. Ссылочку на то видео, как быстро я ей восстановила тургор, оставлю в описании под этим видео. А потом мы вместе с вами применяли средства для корнеобразования на всех этих орхидеях. И результаты были уже буквально через месяц. Я вам показывала какой-то орхидеи вот так щеткой. Одинаково начали расти корни. Ну вот видите, а сейчас они тоже по длине все одинаково растут дальше. Но эксперимент, который проводится на одной орхидее, я считаю, не может называться экспериментом, потому что могут быть различные совпадения. Поэтому результаты, посмотрите, есть на всех орхидеях. И на этой орхидейке, вот видите, все корешки, они одинакового размера. То есть они одновременно нарастали. У этой также орхидейки, так, у этой орхидеи, видите, я сверху убрала мох, потому что у меня сейчас все орхидеи стоят закрытые мхом. Мох я со всех поснимала, у этой орхидеи еще сверху вот сняла кору, чтобы показать именно результаты, которые есть, причем они по кругу. И все вот эти корни, которые, вот видите, вот нарастали, ну это пошел вверх расти, все они одного размера, все они растут в стадии роста, хотя мы применяли его еще в конце апреля. Сейчас декабрь, корни все так же растут, стадии покоя с этого момента у этой орхидеи еще не было. Корни растут, и чувствуете, орхидея замечательно. Это средство пролонгированного действия. На всех, как я говорю, орхидейках есть результат. Вот на всех тоже вот здесь разобрать, посмотреть, все корни, вот эти вот новые наросли. И они все также в стадии роста. Вот здесь очень хорошо видно, да, то что, смотрите, все корешки одинаковые по размеру. То есть они наросли именно после такого полива. Так, это орхидейка, ну и у этой орхидейки у меня тоже самые отличные, вот смотрите, результаты. Что же это за средство, я вам показывала. Как применять и проливать орхидеи цирконом. Циркон – это отличное средство для корнеобразования. Результаты после одного применения. Здесь нету никакой периодичности. Один полив, и через месяц я вам уже показывала просто результаты на всех вот этих орхидеях. И вот сейчас уже спустя какое время я вам показываю, что результат длится. Все эти корни, они до сих пор растут и находятся у орхидеи в стадии роста. Отлично вот это средство применять для реанимашек, ну конкретно вот эта орхидейка, она у меня была на реанимации. Также я проливала детки этим средством. Также можно пролить орхидеи, которым нужно нарастить корни, потому что бывает ситуация, когда восстанавливают тургор и не могут восстановить, потому что мало корней. Корни не могут напитать все листы, просто надо нарастить корни и решите вопросы с тургором тогда. Вот это средство также повышает устойчивость к грибным, вирусным, бактериальным заболеваниям. И это, вот даже здесь написано, является выжимка из эхиноцеи пурпурной. Ну, про результаты, я думаю, тут их надо показывать, о них не надо говорить. Все эти результаты надо просто показывать. Но самое главное при применении, здесь вот такая ампула входит, это соблюдать все нюансы. Потому что для этого средства очень важно, как вы его применяете. Можно не получить вообще результаты, если не соблюсти определенные условия. Во-первых, вот этот вот миллилитр здесь идет этого раствора, он идет на 10 литров воды. Я в видео вам показывала, что разводила буквально 5 миллилитров, и это у меня было на 5 литров, и потом еще один раз применяла, поэтому вот здесь у меня, видите, где-то 4 миллилитра, это осталось у меня на 4 литра воды вот этого препарата. Обязательно разводим только в кипяченой воде. Воду надо прокипятить и остудить. Водичку я всегда использую, когда применяю подкормки, применяю удобрения для полива своих орхидей, только теплую. И в том случае циркон я также разводила в теплой водичке, которая была заранее прокипячена.
Далее проводим эту процедуру в хорошо проветриваемом помещении. Обязательно утром, и после этого оставляем все вот эти наши орхидеи на свету, потому что активные вещества работают именно под действием света. Потому что если вот это вот хотя бы одно правило нарушить, например, воду применяете просто с-под крана, если она плохая, водопроводная, либо орхидеям проводим на ночь, может не сработать. Я вот вам рассказываю конкретно о результатах и тех условиях, которые соблюдала я, чтобы добиться этого результата. Я это сделала утром, я проводила на балконе и на день орхидейки оставила. Там света было достаточно много. Перед тем, как провести такой полив, за 3 дня до этого я орхидейки полила. То есть проливала их сверху с раствором циркона не по сухим корням, а по таким достаточно увлажненным корням. То есть 3 дня у меня прошло на тот момент с полива. Кроме того, у меня орхидеи стоят на мокрых пяточках постоянно. То есть корни были увлажнены, они не были сухими. Вот этот препарат я готовила свежим. Я вообще вам рассказывала много раз, когда какой препарат можно хранить. Но я не храню препараты, я их использую буквально сразу. Пролила стандартно, замочила в этом растворе где-то вот столько, в мисочку глубокую поставила, по краю пролила и оставила постоять в растворе циркона где-то 10-15 минут. С миски достала, на мокрые пяточки опять же вот эту горшочек я поставила. Все. Этот препарат не является удобрением и не заменяет удобрения, поэтому использовать его на постоянной основе ни в коем случае нельзя. Как я вам говорю, один раз в апреле пролила, в мае вам результаты уже показала. Нету здесь никакой периодичности. Применяем его буквально однократно. Этого будет достаточно. Результаты, думаю, не надо рассказывать, а надо показывать. Все шикарно, все хорошо. Результаты очень хорошие. Кроме того, вот это средство циркон применяется на пересаженных орхидейках, чтобы они быстрее адаптировались, пошли в рост, потому что любая пересадка — это стресс. Когда происходит стресс, у орхидейки могут закукливаться корни, и корни могут дальше не расти. И поэтому, чтобы корни пошли в рост, также вот это средство после пересадки применяют. Но я вам показывала, что я после пересадки еще все свои орхидеи в этом году опрыскивала эпиэном. Мне тоже очень понравился результат. И именно однократно после пересадки проводить такие опрыскивания. Это я вот немножко корни открываю, также показываю, что корешки здесь хорошие, и их здесь достаточно много. Вот у этих вот моих орхидеюшек. Так, все. И вот эту орхидейку тоже надо назад возвращать, всю кору, которую вот я сняла с нее, чтобы показать вам результаты, потому что, конечно, корой все прикрыто. И видите, корешки у меня увлажнены, потому что я сегодня с утра облегченным поливом прошла, и вот сверху их буквально груши немножко все опрыскала. Я вам уже рассказывала, что сейчас зимний период провожу такой немножко ленивый полив. Сверху прямо вот этот мох у меня лежит, он у меня сейчас вот влажный, по нему видно, потому что вот утром он был полностью опрыскан. Поэтому и корни, видите, они сейчас такие увлажненные сверху у меня. Все закрываю, мох возвращаю. Поэтому кому актуально сейчас вот наращивание корней, у кого есть реанимашки, в том видео я вам показывала даже орхидею, которая стоит на наращивании корней над водой, как я ей провожу реанимацию, наращиваю корни, тоже результаты были. А всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!